Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Как ни странно, но одним из самых важных компонентов игрового ПК является система охлаждения. Поэтому давайте в этом видео разберемся, какие бывают системы охлаждения, и выберем самые достойные модели на рынке. А перед тем, как мы перейдем к выбору охлада, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А ссылки на все кулера из видео будут в закрепленном комментарии. И начать я хочу с видов систем охлаждения. Сейчас на рынке кулеров популярны всего лишь два типа. Это кулера, которые дуют вниз нашего процессора, и башни, которые забирают тепло с камня и выдувают его через задний кулер. Преимущество первого вида в том, что его воздушный поток также проходит через зону питания процессора и слегка охлаждает и ее. Однако такой вид хуже справляется с отводом тепла от самого процессора, чем кулера башенного типа. Поэтому этот вид кулеров обычно есть смысл брать только для бюджетных камней с малым ТДП. А вот кулера башенного типа созданы таким образом, что забирают тепло через термотрубки и уводят его вверх по башне. А там, соответственно, кулер выбрасывает воздух из корпуса. Правда, у этого типа есть небольшой минус. Как правило, самые большие башни перекрывают слот оперативной памяти, и если у вас сильно высокая АЗУ, то вы ее туда не сможете вставить. Ну а ключевым параметром при выборе любой системы охлаждения является ее ТДП. Этот показатель всегда указывается производителем процессора, а эффективность того или иного охлада полностью зависит от этой цифры. Однако это значение не всегда правдиво, и, как правило, стоит брать систему охлаждения с запасом. Также при выборе кулера для процессора стоит учитывать саму вертушку, а именно ее скорость и разъем подключения. Кулера с подключением через 3 пина не имеют возможности регулировки оборотов, а вот через 4 пина материнская плата уже сможет управлять кулером. Так что предпочтительнее брать систему охлаждения с регулировкой оборотов, чтобы кулер не шумел. И еще одним важным критерием является шлифовка поверхности. Чем ровнее поверхность кулера, тем лучше он будет отводить тепло от процессора. Но на рынке кулеров сейчас можно найти много различных вариантов под разные нужды. В моем топе кулеров я выбрал универсальные модели, которые подойдут как для AM4, так и для интеловских 1151 и 1200. И начать я хочу с самых простых решений под бюджетный игровой ПК. Самым доступным кулером в этом сегменте является Deepcool Gamma Hunter. ТДП этого кулера составляет 95 Вт, однако ставить его желательно к процессорам с теплопакетом в 65 Вт. Это отличный бюджетный вариант для каких-нибудь процессоров Ryzen 3 или i3-9100. Этот кулер сделан чисто из алюминия и имеет на борту неплохой кулер на 1600 оборотов. Правда, вертушка подключается через трехпиновый разъем и будет стабильно крутиться на максимальных оборотах. Но для самого дешевого кулера на рынке это вполне нормально. А вот переплатив всего пару бутылок Кока-Колы, можно взять уже Aerocool VRH Plus. У него схожая конструкция с Deepcool'ом, но он уже имеет 4-пиновую вертушку с максимальной скоростью 2000 оборотов в минуту. А заявленное ТДП у этого кулера составляет 110 Вт. Правда, я не знаю, что там употребляют в компании Aerocool, но 110 Вт у него точно нету. Так что смело можно ставить его, как и первый, в самые бюджетные игровые ПК. А если вы хотите охладить уже какой-нибудь шестиядерный Ryzen, то лучше присмотреться к модели Aerocool VRH 2 Plus. Это уже скромная башня с двумя теплотрубками, которая вполне достойно справляется с охлаждением более горячих камней. Она имеет на своем борту такой же 4-пиновый кулер и ТДП 115 Вт. Но как и с прошлым кулером Aerocool, как всегда нам наврали. И походу эта компания хочет, чтобы фейерверки были не только от их блоков питания, но и от ваших процессоров. Но под какой-нибудь Ryzen 2600 такую башню поставить можно. И буквально за те же деньги на рынке можно найти неплохой кулер Deepcool Archer Big Pro. У него уже стоит управляемый кулер на 2000 оборотов, а заявленное ТДП составляет 125 Вт. Единственное, что этот кулер не башенного типа, и какого-то сильного отвода тепла от него можно не ждать. Но со своей задачей он справляется отлично, и в среднюю сборочку в целом можно взять такой вариант. Но лучше, конечно, переплатить за нормальную башню. Например, можно присмотреться к Aerocool VRH 3 Plus с 3 термотрубками. За свои деньги это неплохая башня, но для очень горячих процессов она не подойдет. Поэтому ее лучше брать под какие-нибудь шестиядерники или четырехъядерники. А самым идеальным вариантом на рынке по цене и эффективности является башня Deepcool Gammax 300. У нее есть как управление оборотами, так и неплохое заявленное ТДП в 130 Вт. Эта башня сейчас идеальный вариант для каких-то Ryzen 5 3600. А если у вас хорошая продуваемость в корпусе, то и 8-ядерный Ryzen под ней не закипит. Но под 8-ядерник лучше взять Deepcool Gammax 400 с 4 термотрубками и 120 мм вентилятором. Такая башня уже спокойно удержит в стоке все камни с ТДП 95 Вт. А для менее мощных процессоров она сможет обеспечить еще более холодные температуры.
Ну а дальше на рынке идут кулера для еще более горячих камней. За такие башни можно переплатить даже для обычных процессоров, чтобы получить довольно низкую температуру. И первым представителем такого сегмента является Zalman Optima на 180 Вт ТДП. Правда, как всегда, это значение указано из потолка, но данная башня справляется с отводом тепла чуть лучше, чем Gammax 400. А вот ее обновленная версия Zalman Optima 2 уже серьезно дотягивается до заявленных 180 Вт. И если Gammax 400 является народным решением, то Zalman будет уже более качественным. Ну а если вы хотите заморозить ваш процессор или охладить какой-нибудь i9-10900K, то идеальным вариантом будет взять Zalman Performa. Это отличная башня с 5 термотрубками и медным сердечником, но ее единственный минус – это отсутствие поддержки AM4. Так что для платформы AMD ее можно взять только под фикусы. Но для горячих камней Intel это будет отличный вариант. А вот для горячих Ryzen идеальным вариантом будет взять Deepcool Red Hat на 250 Вт ТДП с 6 термотрубками. Правда, у этого кулера используется 140 мм вертушка, и он спокойно закрывает собой пару слотов оперативной памяти. Так что не со всеми планками можно будет установить такого гиганта. Ну и под конец хочется отметить еще один вид охлаждения процессоров. Это водяное охлаждение, которое намного эффективнее забирает тепло. Из очень достойных вариантов можно рассмотреть Aerocool Water Cooler Pulse. Это весьма тихая система жидкостного охлаждения с ТДП в 400 Вт. Но отдать за такое добро придется немалые деньги. Так что вот такой топ кулеров у меня сегодня получился. Главное помните, что охлад лучше брать всегда с запасом. И чем больше этот запас, тем холоднее будет ваш процессор. Ну а если у вас есть какой-то вопрос по сборке ПК, то вы можете спокойно написать мне его в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!